Приветствую вас, друзья! 68 лет назад Крымская область перешла из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Процесс передачи Крыма состоялся согласно действующего законодательства и не противоречил каким-либо нормам. Передача была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, который 26 апреля был утвержден законом СССР. Необходимость этой передачи в указе объяснялась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР. Большую роль в принятии этого решения сыграл не только Хрущев, но и Маленков, Ворошилов и Каганович. Поэтому предписывать данное решение лично Хрущеву ошибочно. Это было коллегиальное решение. Об истинных причинах передачи Крыма историки спорят до сих пор. Одни говорят, что это был подарок Украине в честь 300-летия Переяславской Рады. Другие говорят, что Хрущев передал Крым Украине, чтобы заручиться поддержкой украинской номенклатуры в борьбе за власть с Маленковым, или же загладить свою вину за организацию массовых репрессий в Украине в 30-е годы. В общем, сколько историков, столько и мнений. Сын Никиты Хрущева, ссылаясь на слова отца, рассказал, что решение Хрущева о передаче Крыма Украине было связано со строительством Северокрымского водоканала от Каховского водохранилища на Днепре и необходимостью ведения и финансирования масштабных гидротехнических работ в рамках одной союзной республики – Украины. После свержения Николая II и гражданской войны 18 октября 1921 года Крым стал автономной Крымской социалистической республикой в составе РСФСР. Через два десятилетия после освобождения Крыма от нацистов и депортации крымских татар в 1946 году Крымская автономная республика была ущемлена и преобразована в Крымскую область в составе РСФСР. Вернуть свою автономию Крым смог лишь в 1991 году в результате проведения референдума. 12 февраля 1991 года на основании результатов общекрымского референдума Верховный Совет УССР принял закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики в составе УССР на территории в пределах Крымской области. Также Верховный Совет УССР внес соответствующие изменения в Конституцию Украинской ССР 1978 года. 4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета Крымской АССР приняла декларацию о государственном суверенитете Крыма, где говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины. 8 декабря 1991 года было подписано соглашение о создании СНГ, согласно которого Россия и Украина обязались признавать и уважать территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества. В 1994 году Будапештским меморандумом зафиксирован отказ Украины от ядерного оружия, в обмен на что страны-гаранты, в том числе Россия, обязались уважать территориальную целостность Украины. В 1997 году Россия и Украина подписали соглашение о статусе Черноморского флота, решивший вопрос его раздела и пребывания на территории Крыма, а также договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, в очередной раз признавая нерушимость границ друг друга и суверенитет Украины над Крымом. Позже Путин неоднократно заявлял о том, что Россия признала границы Украины и никаких спорных вопросов нет. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Тот же Соловьев в 2013 году заявлял, что передача Крыма Украине была абсолютно законной и легитимной. Почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин, она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был.
А почему не среднеазиатские республики, Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года? Ну, давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Но несмотря на свои же заявления и подписанные договора о дружбе и границах, Россия все же в 2014 году аннексировала Крым, в очередной раз доказав, что любые договора, подписанные с ней, не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Россия не выполняет своих обязательств, поэтому ведение с ней каких-либо переговоров абсолютно бесполезное занятие. Ми вважаємо захоплення Криму незаконне, неконституційне. Це наша принципова позиція є з погляду морального і з погляду юридичного. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Це критично важливо для всього регіону і для світової безпекової системи. Для стабільності, для підтримання територіальної цілісності України, для суверенітету її, для политической системы. В 2014 году армия Украины не была готова к боевым действиям против российской армии. Однако сегодня весь мир видит, как ВСУ дают отпор оккупантам, и ни у кого уже и нет сомнений, что территориальная целостность Украины будет восстановлена, и Крым вернется в состав Украины. Я не знаю, что должно произойти. Мне кажется, Путин засиделся там. Нужно реально нормального человека посадить. А вот эта дума, вот смотришь, да, по телевизору. Один зевает, другой спит, показывает. А вот взять этого Газманова, он кто вообще, певец или депутат? Почему он такие деньги зарабатывает? А человек, который работает на наше государство, он ни хрена не получает.